Всем привет, ребята! Сегодня у нас на повестке дня обсуждение двух новых донатных опций. Это ковки эксклюзивного снаряжения и испытания повышения героя. Я уже говорил вам пару дней назад, что как только соберу более подробную информацию по этим нововведениям, я обязательно поделюсь ею с вами. И вот, наконец, время пришло. Так что присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк этому видео и давайте начинать. Кстати, хочу отдельно сказать вам огромное спасибо за активность под последними двумя роликами. Действительно, от вас было очень много активности, и мне всегда приятно видеть вашу такую поддержку. Это действительно мотивирует меня находить больше свободного времени и снимать для вас новый контент. Теперь непосредственно давайте перейдем к нашим новым донатным опциям. В прошлый раз я буквально в двух словах вам рассказал про данные донатные опции. Но как и обещал, я решил вернуться к этой теме спустя несколько дней и разобрать все более подробно. Сразу хочу сделать небольшую оговорку. Я не могу сказать, что вся информация, которую я сейчас озвучу, будет на 100% точной. Я собирал ее из доступных мне источников. А источник на самом деле довольно-таки простой. Это донатные опции, которые появились в игре Киншот около месяца назад. Я пообщался с опытными игроками, которые уже успели столкнуться с этими механиками, а также с блогерами, которые занимаются Киншот. Они поделились со мной некоторыми рекомендациями и информацией, которую я сейчас хочу поделиться с вами. Поэтому если механика Whiteout Survival будет реализована так же, как и в Киншот, то информация, которую я сейчас расскажу вам, должна быть актуальной. Честно говоря, скорее всего, именно так все и будет. Но полностью исключать изменения со стороны разработчиков точно нельзя. Возможно, какие-то изменения будут все же. Итак, у нас с вами две донатные опции. Первая – это ковка эксклюзивного снаряжения. Вторая – это испытание повышения героя. Давайте для начала разберемся с испытанием повышения героя. А уже после этого перейдем к ковке эксклюзивного снаряжения. Но прежде чем мы начнем, давайте ответим на самый распространенный вопрос, который задается в телеграм-канале. Почему у одних игроков ковка эксклюзивного снаряжения уже появилась, а у другой этой опции пока что нет? Ребята, здесь все довольно-таки просто. Эти магазины появляются в игре с определенной периодичностью. Ковка эксклюзивного снаряжения появляется примерно через 4 недели после старта нового поколения. Например, если новое поколение у вас стартовало условно 3 августа, то примерно через 4 недели у вас должна появиться эта донатная опция. Именно поэтому сейчас она есть далеко не у всех игроков. Так что не переживайте и не думайте, что у вас какая-то ошибка или проблема с игрой. Просто для вашего поколения еще не подошло время появления этой функции. А вот испытание повышения героя уже появилось у всех, поэтому здесь ситуация стандартная. А раз эта опция сейчас у всех под рукой, то давайте с нее и начнем. Итак, наша с вами задача повышать звездный рейтинг героев с помощью фрагментов героев. Лично моя задача заключается в улучшении персонажей 12-го поколения. Но естественно, поколение будет зависеть от того, в каком играете именно вы. Думаю, здесь все логично. За использование фрагментов героя вы получаете очки и тем самым повышаете уровень испытания. За каждый использованный фрагмент героя вы получаете 1 балл. По мере повышения уровня вы сможете открывать все более ценные награды. При этом принять участие в испытании повышения героев каждого поколения можно только 1 раз. Как я вам ранее уже говорил, это событие доступно лишь 1 раз за период соответствующего поколения. А необходимое количество очков для каждого уровня вы сейчас видите на экране. Теперь давайте посмотрим непосредственно на доступные опции. Слева у нас находится бесплатная ветка наград, где можно получить большое количество алмазов. Справа расположена уже донатная ветка за $10. И как вы понимаете, награды в ней будут зависеть от того, до какого звездного уровня вы сможете прокачать своих героев. Я сейчас нахожусь уже на 6 уровне события. Чуть позже разберемся, как именно удалось мне набрать такое количество очков. Но если мы посмотрим даже награды за 6 уровень, то в целом они выглядят довольно-таки неплохо. А теперь обратите внимание на максимальный уровень. Награды там действительно очень приятные. Именно в этом и заключается наша задача. Максимально эффективно улучшать героев текущего поколения по звездному рейтингу. И за это дополнительно получать хорошие награды. Причем все это открывается с помощью пакета всего лишь навсего за $10. Выгоден ли этот набор? Ребят, однозначно да. Насколько я понимаю, после появления этого события у вас будет достаточно большое количество времени, примерно 4 недели, чтобы приобрести данный набор. Причем покупать его можно в любой удобный момент. Можно сразу после появления события, можно ближе к его окончанию. Также вы можете его совмещать с другими мероприятиями и донатными предложениями. Ну, как вариант с мероприятием за скин за $60. Поэтому лично я считаю, что пакет за $10 однозначно стоит своих денег. Помимо этого, в данном меню у нас доступен так называемый ценный героический набор. За $5 мы получаем 10 фрагментов героя. Честно говоря, особой выгоды именно в этом предложении я не вижу. Поэтому покупать его я бы не рекомендовал. Теперь давайте разберемся, почему именно сейчас у меня уже 6 уровень события. Открываем с вами список героев. И смотрим, что в рамках нового поколения я улучшил пока только одного персонажа до 4 звезд. И как видите, у меня есть еще второй персонаж на 2 звезды в рамках 12-го поколения.
За улучшение одного героя до 4 звезд я получил 475 баллов, что как раз и позволило мне перейти на 6 уровень события. Теперь давайте разберем различные варианты прокачки и посмотрим, до какого уровня вы сможете дойти. Если вы улучшаете одного героя до 4 звезд, то получаете 475 баллов. Как говорил ранее, доходите до 6 уровня. Если улучшаете одного героя до 5 звезд, то доходите уже до 9 уровня. Разница между 6 и 9 уровнем вы можете самостоятельно посмотреть по наградам, которые представлены вам на экране. Если улучшать двух героев до 4 звезд, то вы доходите до 8 уровня наград. Если улучшаете двух героев до 5 звезд, то доходите уже до 12 уровня наград. А награды, ребята, здесь действительно хорошие, поэтому даже в рамках одного такого события это выглядит довольно-таки интересно. Особенно если учитывать, что стоимость донатной ветки всего лишь навсего $10. Вы получаете большое количество наград, так еще и немалое количество алмазов. Так, теперь идем дальше. Если улучшать 3 героев до 4 звезд, то вы доходите до 10 уровня. А если улучшить 3 героев до 5 звезд, то вы открываете максимальный 14 уровень наград. Также есть промежуточные варианты, такие как, если, например, одного героя вы улучшаете до 5 звезд, а второго до 4 звезд, то вы доходите до 10 уровня, и вам немного не будет хватать до 11. Если одного героя улучшить до 5 звезд, а двух героев до 4 звезд, то вы доходите до 12 уровня наград. Если улучшить двух героев до 5 звезд и одного до 4 звезд, то вы открываете уже 13 уровень наград. Ну, естественно, если вы улучшили всех 3 героев поколения до 5 звезд, то вы можете открыть все награды, которые находятся в правой донатной ветке. При этом сама задача довольно-таки простая. Приобрести пакет за $10 и максимально эффективно использовать те ресурсы, которые вы все равно собирались потратить на прокачку героев. И вот это, ребята, мне действительно нравится. Получается, мы постепенно уходим от того режима хомяка, когда нам необходимо месяцами копить ресурсы. Там, например, кто-то купит 2 месяца, 3, кто-то 4. А теперь мы их можем использовать сегодня и сейчас. Ну, я имею в виду в разрезе данного события. Так что мы можем использовать накопленные ресурсы более грамотно и при этом получать дополнительные награды. Поэтому, на мой взгляд, донатный пакет за $10 действительно очень достойный. Тем, у кого средний донат или ниже, я бы даже настоятельно рекомендовал обратить внимание на это предложение. Теперь возникает вопрос, можно ли вообще пропустить всех 3 героев текущего поколения и не участвовать в этом событии. Помните, как раньше люди любили писать в телеграм-канале, можно ли пропустить 3 героев в разрезе одного поколения и экономить свои ресурсы? Ну, ребят, теперь настоятельно не рекомендую делать так как смысла особого в этом уже не вижу. Оптимальный вариант, на мой взгляд, это один герой на 5 звезд и второй на 4 звезды. Это как минимум. Ну а в идеале это 2 героя на 5 звезд, чтобы перейти на 10 либо 12 уровень наград. Вот, собственно, что касается испытания повышения героев. Теперь немного расскажу, что планирую делать именно я. Вы знаете, что в последнее время я являюсь сторонником двухдневных мероприятий. Но, возможно, именно в этот раз я буду участвовать в мероприятии «Король Ледяного поля». У меня сейчас порядка 100 мифрилов, поэтому почему бы не использовать их в этом событии и не попробовать забрать первое место? В таком случае я смогу получить 3-го героя и дополнительно прокачать его до 4 звезд. Либо возьму первое место и вместо фрагментов героя я возьму ящики удачи со снаряжением. Ну, опять же, я, возможно, еще передумаю, у меня есть несколько дней, чтобы это все спокойно посчитать. Но как минимум моя задача на это поколение сделать 2 героев на 5 звезд, а именно копейщика и пехотинца. Это позволит мне перейти на 12 уровень события. А если я дополнительно сделаю 3-го героя на 4 звезды, то смогу забрать награды уже 13 уровня. Там, конечно, есть талисманы, алмазы и другие приятные награды, поэтому посмотрим. Возможно, все-таки имеет смысл забрать и эту дополнительную ступень. В любом случае, основные варианты я вам сейчас озвучил. Как таковую таблицу, я сейчас попытаюсь вам вывести на экран. При съемке видео жена нашла какую-то информацию в интернете, либо воспользовалась чатом GPT. Также вы ее можете посмотреть под постом. В любом случае, к моменту выхода этого видео, если у меня уже будут какие-то интересные таблицы, я оставлю их в чате телеграм-канала, либо в комментариях под постом с этим видео. Так, ребят, думаю, с испытанием повышением героев теперь все более-менее понятно. Ну а теперь давайте перейдем ко второй донатной опции, это ковки эксклюзивного снаряжения. Здесь, по сути, все работает примерно так же, как и в испытании повышения героев. Наша задача улучшать эксклюзивное снаряжение героев текущего поколения, получать за это очки, повышать уровень ковки и открывать более ценные награды. За каждое использование виджета вы получаете 1 балл. По мере повышения уровня события открываются новые награды. А если вы приобретаете кузницу чемпионов за $10, то получаете доступ к дополнительной ветке с еще более ценными наградами. Как я говорил уже ранее, принять участие в этом событии для каждого поколения можно только 1 раз. Если у вас пока отсутствует ковка эксклюзивного снаряжения, то не переживайте, она появляется примерно через 4 недели после выхода нового поколения героев. И вот здесь, на мой взгляд, как раз появляется очень интересная возможность для игроков с небольшим или средним донатом.
мы получаем возможность покупать виджеты по достаточно низкой цене и при этом получать дополнительные награды за прокачку. В бесплатной ветке у нас, как и в предыдущем событии, находится большое количество алмазов, а в донатной ветке награды, которые вы сейчас видите на экране. Но самое интересное в этом меню – это именно виджеты. Чтобы улучшать эксклюзивное снаряжение героев до 10 уровня, нам понадобится в общей сложности 275 виджетов. И вот тут ситуация намного сложнее, чем с фрагментами героев, которые мы можем добывать намного проще. Поэтому вам уже нужно самостоятельно смотреть на свои запасы и ресурсы и решать, насколько далеко вы готовы заходить. Лично я считаю, что вкладываться в виджеты все-таки стоит. Потому что, как мы все прекрасно понимаем, герои без прокачанного эксклюзивного снаряжения раскрывается далеко не на максимум. Теперь давайте посмотрим на стоимость виджетов в этом предложении. За $1 мы с вами получаем 5 виджетов. И давайте их сразу приобретем. За $3 мы с вами получаем 10 виджетов, за $5 мы получаем 15 виджетов, за $10 25 виджетов и за $20 40 виджетов. Мне уже ребята скидывали информацию. Получается, чем дороже набор, тем ниже становится количество виджетов, которые мы получаем за каждый потраченный доллар. Лично я, скорее всего, буду брать только первые 3 набора в этом меню, в разрезе тех героев, которые мне необходимы. И как раз очень удобно сегодня это делать, потому что у нас стартовало мероприятие «Охота за сокровищами». Так что можете совмещать покупку виджетов с данным событием. Касательно виджетов, в целом киты могут сразу покупать различные наборы со старта поколения. А мы, условные работяги, можем спокойно подождать эти 4 недели и использовать данную возможность, я имею в виду в разрезе покупок, и совместить ее вместе с другими источниками получения виджетов. Как вы все прекрасно знаете, основной источник добычи виджетов – это морозное сокровище. И, конечно же, не стоит забывать про тайный магазин. Именно поэтому я считаю, что новая донатная опция также является действительно хорошей для игроков со средним или небольшим донатом. Но она, если честно сказать, даже будет интересна китам, потому что цена за виджеты здесь получается довольно-таки приятная. Теперь давайте посмотрим, сколько именно нужно прокачать, чтобы получить награды разных уровней. Например, для улучшения эксклюзивного снаряжения до 4 уровня нам необходимо 50 виджетов. Использовав эти 50 виджетов, мы переходим на 5 уровень наград. Именно так и получилось у меня. Сейчас в этом поколении у меня только один герой с прокачкой эксклюзивного снаряжения. И находится он на 5 уровне. И благодаря этому я уже смог дойти до соответствующего уровня события. Если у нас один герой с 4 уровнем эксклюзивного снаряжения, то мы откроем награды 5 уровня. Если этого же героя улучшить до 6 уровня, то получаем награды уже 6 уровня. А если прокачать одного героя до 8 уровня, то сможем перейти на 7 уровень наград. Дальше требования становятся уже значительно серьезнее. Если у нас 2 героя с 6 уровнем эксклюзивного снаряжения, то мы получаем награды 6 уровня. Если 2 героя прокачаны до 8 уровня, то сможем перейти уже на 10 уровень наград. И вот это, наверное, лично для меня будет наиболее реалистичный вариант. Делать 2 героев на 8 уровень эксклюзивного снаряжения. За 2 месяца это, конечно, не так просто, но с учетом того, что у нас будет одно морозное сокровище, и в последнее время администрация довольно-таки неплохо насыпала нам тайных жетонов, мотивации тратить их становится гораздо больше. Поэтому для меня это вполне реальная цель. Попробовать забрать награды 10 уровня. Есть, конечно, и более высокие награды. Например, если вы сделаете одного героя на 10 уровень виджета, то вы сможете перейти на 9 уровень наград. Если сделаете 2 героев на 10 уровень, то дойдете уже до 12 уровня наград. Ну, ребята, это уже на самом деле довольно-таки серьезные траты. А если прокачать всех 3 героев до 10 уровня, то, соответственно, вы сможете забрать все награды в этом меню. Поэтому здесь уже каждый должен самостоятельно оценивать свои возможности. Виджеты действительно очень полезны. А учитывая, что в последнее время мы получили немалое количество тайных жетонов, я рекомендую обратить внимание и на эту донатную опцию. Просто сопоставьте ее со своими ресурсами, уровнем доната и теми целями, которые вы ставите перед собой в текущем поколении. Ну и теперь давайте главный вопрос этого видео. Брать ли 2 донатные опции в этом меню? Ребята, я лично считаю, что да. Обе опции действительно выглядят очень достойно. Но, естественно, распоряжаться своими вложениями каждый должен самостоятельно. Что касается лично моей стратегии, то я ее менять не собираюсь. В каждом поколении я стабильно стараюсь делать 2 героев на 5 звезд. Такую стратегию я использую уже примерно последние 5 либо 6 поколений. А касательно виджетов, я раньше старался делать минимум 2 героев на 6 уровень эксклюзивного снаряжения, либо старался переводить на 8 уровень. Теперь же, учитывая более высокое количество тайных жетонов и появление этой донатной опции, то думаю, что без проблем я смогу сделать 2 героев на 8 уровень эксклюзивного снаряжения героев. И тогда получится очень интересная комбинация. Кузницы чемпионов.
2 героя на 8 уровне виджета позволят мне дойти до 10 уровня наград, а в испытании повышения героев 2 героя на 5 звезд позволят мне дойти до 12 уровня наград. И на самом деле выглядит это очень хорошо. Ребята, это классные наборы. Вот бы разработчики побольше таких предложений нам добавляли. Если посчитать реальную ценность получаемых ресурсов, то, на мой взгляд, каждый из этих наборов спокойно может тянуть на более высокую стоимость, как минимум $50 за каждый набор. Поэтому лично я данное предложение настоятельно рекомендую. И каждое поколение советую брать данные наборы. И могу заранее сказать отдельное спасибо моей жене за таблицу, которую вы увидите под постом с этим видео в Телеграме, с готовыми расчетами. Она немного поиграла с чатом GPT или, возможно, где-то нашла готовый вариант. Честно говоря, я не знаю и еще его не видел. Как только сейчас опубликуем ролик, в первый раз посмотрю в комментариях, какую таблицу она подготовила. Ну, на этом все, ребята. Лично я нововведением очень доволен. Мы, конечно же, еще ждем с вами последнюю часть обновления в станции желаний. Ну а вы пока что, пожалуйста, напишите, что вы думаете про эти две донатные опции, которые мы с вами сегодня обсудили. Мы обязательно с вами обсудим станцию желаний, которая, надеюсь, уже нам какую-то конкретику даст послезавтра. Ну а вы, как говорил ранее, напишите свое мнение в комментариях про эти донатные опции. Если видео было полезным, обязательно поставьте лайк. Ну а вам, ребята, спасибо огромное за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Возможно, что-то сниму сегодня, либо через пару дней. Всем удачи, желаю хорошего дня и всем пока-пока.